Возможен ли мир между Россией и Украиной? В данном случае нет. Нет, нет. А что должно произойти для этого? Для чего? Для того, чтобы мир был? Чтобы не было этой Украины. Вы считаете, так должно быть? Да, Конечно. да. Они так Её же себя никогда ведут. не было. Тихо. Они так себя ведут, что невозможно. Слушайте, возможно. А что для этого должно произойти? Кто отстанет от кого? Если наши, от них отстанут. О, женщина молодец. А я не слышала просто, она молодец. Возможен ли мир между Россией и Украиной? Когда бандеровцев перебьем, тогда будет мир. «60 минут по горячим следам». У нас специальный выпуск. В ответ на официальное обращение глав Донецкой и Луганской народных республик с просьбой об отражении украинской агрессии Путин объявил о начале военной операции по защите Донбасса от нацистского режима на Украине. И важное уточнение. Россия не наносит удары по гражданской инфраструктуре. Мы защищаем интересы нашей страны, нашей великой России. Мы поддерживаем нашего президента, нашего верховного главнокомандующего. Я почувствовал, что что-то сломалось, наверное, просто в мире. Не было осознания того, что война — это нечто осязаемое, нечто, что действительно может прийти. Бомбим города, где мирные граждане. Это военные преступления. Закон Россия будет свободной. Путин рождается Гитлера. Я не вижу смысла выходить на площадь и кричать «нет войне», потому что, я уеду на 3 суток. Ёбаный таракан! Ничего не поменяется, потому что я выйду один. А митинги разгонялись с первого же дня настолько жестко, что собраться не получалось. Мешаем сотрудникам полиции. Я работаю. Отошли, не мешаем работе сотрудникам полиции. Вот и все. И вот Z шваброй прямо рисуешь. Как они. Тебе груз 200. Собрались всей командой, обсудили, поняли, что, молчать мы, не можем, не будем. Мы будем делать, то, что умеем. Мы будем рассказывать, мы будем писать, мы будем рисовать. Груз 200 — это термин, обозначающий передвинуть трупы. То есть, когда везут трупы, нужно как-то назвать этот груз. Символ Z в стикерах в наших был использован во фразе «груз 200», где Z была заменена на Z. Вот этот вот символ с фронта. Таким образом, мы давали контекст тому, как мы понимаем это. Эти стикеры мы какое-то время расклеивали по городу. Это было недели 1,5-2. Склеили, не знаю, штук 150-200. Новостей канала НТВ. Нас жуют пожары, душат кражи. Строго
срока под надзором ФСБ. Важно понимать, что мы клеили там в пятером, это в формате ты там идешь до работы, гуляешь, к друзьям еще куда-то. Стикер на столб, стикер на стену. Ну, дискредитация уже введена статья. Мы делали, да, мы чувствовали опасность, достаточно осторожно к этому подходили. Будто в репортаже наше небо затянуло сажей. Под конвоем экипажей, стражей. Просто тупо тащим свою тяжесть. Мы сидели, пили как раз в компании ПСЛЧ. В какой-то момент среди ночи разъехались. Черный решил, что ему хочется продолжения банкета, будучи навеселе под алкоголем. Взял с собой стикеры, взял с собой баллончиков и пошел до меня. Уже пока шел к Диме, как раз разговаривали с ним по телефону. И я слышу в трубке: «Здравствуйте, сержант такой-то». И звонок обрывается. провели обыск, ну, собственно, меня. Обнаружили при мне баллоны, стикеры. После чего меня привезли в ОП-1, отдел полиции. Приезжают, собственно, ребята не в форме. Нам нужно, типа, кабинет без камеры. Я понимаю, что какая-то очень неприятная история получается. Ничего, я говорю, мне адвоката. На что я получаю по роже просто, по-человечески. Его задачей было донести до меня одну очень простую мысль, что адвоката не будет. Звонков не будет. Ничего не будет. Сегодня Отечество наше переживает непростое время. И поэтому сегодня особая молитва наша о вооруженных силах, о наших воинах, с которыми связывается надежда. Благословил войну не только патриарх Кирилл, благословили войну в том числе и другие церковные деятели. Это позор их всех. Я просто думаю, вопрос не был в повестке, на всякий случай включу съемку. И даже когда вот он зачитывал, почему я камеру держу на листочке, направлена не на него, потому что я еще не знала, о чем вопрос. Был искренне возмущен высказыванием депутата районного совета Н.А. Беляева в социальной сети «Одноклассники». Может, съемочку прекратить? Нет, съемочку я прекращать не буду. Раз такое дело, то все будет под съемочку. Я сказала, да, что действительно убийство, да, то есть других людей, да, то есть на территории другого государства, которое ничего не имеет с целью обороны собственной страны, это действительно ничего общего не имеет с христианским вероучением. Ну, данную публикацию вашу прокомментируйте. Да. Что вы сказали? Я прокомментировала. Я вообще ничего не понял, абсолютно. Я прокомментировала. Чувствую, что сейчас тебя порвут. Извините, я просто еще... Что ты рот закрываешь? Крайний вопрос. Александр, Почему я потом успокоилась? Я вспомнила, что людям, которые сейчас в Мариуполе, в Харькове, в Киеве, они потеряли близких своих. Я против того решения, которое было принято президентом Российской Федерации, и против тех действий, которые сегодня производятся на территории суверенного государства Украина. Я считаю то, что происходит, военным преступлением. И я не могу быть настолько малодушной, чтобы просто хотя бы словом не поддержать их.
на нашу страну никто не нападал, поэтому жизни, нет, это про это. И завтра никто бы не напал. Это просто то, что вам вот пропагандисты в голову вложили, потому что нет никакого, ни одного реального доказательства, что Украина готовилась нападать на нашу страну. Нету ни одного такого доказательства. Только голословные заявления. Оказалось, что мне там написали люди из даже там таких сельских мест, из деревень, слова поддержки. Что мне было настолько одиноко, я думала, я одна. И вот таких сообщений очень много. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вы считаете, куда в России исчезла свобода слова? Я не буду отвечать на этот вопрос, потому что я не могу на него ответить. Спасибо. Как вы считаете, куда в России исчезла свобода слова? Она когда-то была? Изначально думали так. Хотели, только не только людей на улицах спрашивать, на какие темы, но и с политиками разговаривать. Привет! Это непонятно, как разговаривать с политиком, потому что все, что ты не сказал, это уже статья. Здравствуйте. То есть как вести беседу, находясь в России, оставаясь в России обоим людям, говорящим, тоже не очень понятно. То есть мы там попробовали что-то немножко. Куда свобода слова исчезла из России? Мне кажется, не слишком молод, чтобы ответить на этот вопрос. Нет, я готов ответить. Свобода слова исчезла. А можно говорить на острые политические темы у вас? Можно. Только смотри аккуратненько, чтобы тебе под статью не попасть. Мы просто переживаем за всех, кто нам дает. Понятно. Свобода, если сказать, то совсем аккуратно, то, наверное, многие люди просто боятся, но это достаточно логично. Вот. Все, наверное, она осталась. Просто она осталась где-то, возможно, дома, с кругу друзей, и вот не выходит на показ. Вот боимся. Страшно иногда бывает. Может быть, мы завтра будем сидеть в тюрьме, а от этого же никто не застрахован. Каждое утро, которое ты просыпаешься, может быть для тебя последним на свободе. Это очевидно. А что же вам делать? Вот вы молодые, красивые, у вас вся жизнь впереди, и вот как вам здесь дальше жить? Вот я даже не знаю, задумываюсь о том, да. чтобы жить тут дальше. Уезжать планируете? Ну да, скорее всего. Потому что здесь, скажем так, без права голоса очень сложно жить. Удачи. Удачи. Спасибо. Посмотри, какие чудные Кто-то жалко, это вообще не то слово, которое может внутреннее горе передать. Его невозможно передать. Больно, конечно, все. Больно. Когда наступила война, было так плохо, что все, от чего мне становилось чуть легче, но чуть легче, конечно, становится, когда тебя понимают. У меня по жизни лечит слово. Поэтому, наверное, нам понадобился этот концерт. Вот Улька сразу поняла, в чем моя мысль. Она сразу написала, что давайте вот это. Ну что, на эту тему поговорить. Это действительно разговор. Надо выговорить. Эй, горожане! Эй, горожане! Внутри меня очень много невысказанного, что я не могу сказать своим текстом прямым. А это вообще не работает? Я общаюсь посредством авторов, очень известных. И я могу говорить через них бесстрашно. Потому что меня никто не будет сажать за слово «война», которое звучит в этих стихах. Без креста. Быстро мы находимся.
Это не самолетик, это наши голуби миру, мы их пускаем нам. А внутри вы найдете программу. Хорошо полетел, хорошо. Мама, а вырасту я когда? Вырастешь, ешь котлету. Мама, а купим живого коня? Коня? Что ж они делают? Мама, а в летчики примут меня? Примут, куда они денутся? Ты же из каждого сатана душу сумеешь выплести. Мама, а правда, что будет война, и я не успею вырасти? Ваня – это первый мальчик в нашей семье, потому что у нас до этого были девочки. И взяли его морпехом в Севастополе, он служил. И он был просто вот золотой мальчик. Ваня развивался разнопланово. Это он уже фотографируется для модельных всяких агентств. Иван Соловей, учусь в литературном институте имени Горького, собираю книгу рассказов, играю у Серебренникова в 2 спектаклях. Самый умный, лучший, добрый и красивый на свете. У меня много было разных опытов. Самый яркий, наверное, это премьера в Большом театре. На Новый год я сделаю подарок себе и своей девушке. Вот такой он. Когда он вышел из дома и попал в московский круг, будем так говорить, богемный, это театральный мир со своими взглядами на жизнь, со своими морально-нравственными какими-то критериями. Он вываливается из нашего мира в этот мир и понимает, что он другой. И мы говорим о чем с ним? О том, как дальше, о чем дальше писать и что делать. Мы решили, что надо пойти туда, куда шли многие большие писатели. Это армия. В системе. С пулеметом, с парашютом. За пазочкой. Найс. Ваня всем позвонил, и потом мне сказали, что они должны позвонить всем и попрощаться. Скорее всего, это последний звонок. Долго, 1,5 часа, по-моему, или 2 общались. Он прям на слезе. То есть он не плачет, он прям собранный такой. Я говорю: Ванюша, покажи, что у тебя там, а это, я говорю. А это, я говорю, покажи. Он показывал мне пулемет. Он показывал, как мальчик, которому когда-то я дарила машинки в детстве. И я ему задала вопрос. Я говорю: Ваня, ты сам принял это решение? Для меня это было очень важно знать. Он говорит: да, я сам принял это решение. Ваня сам всегда все мог решить. То есть надо идти дальше воевать, потому что это, кроме нас никто это не сделает. Ну что ж, мы отправляемся. Как обычно, все неожиданно, внезапно. Поэтому что поделать. Отношусь к этому с улыбкой, с пониманием. Вашими молитвами все будет хорошо, молимся. И верим в то, что дело наше правое. Все уже сказано. Всем привет. Как будет возможность, набегу, напишу. Принимаю целую. Вот такое было его последние слова. И я, конечно, в него вкладывал все, о чем сам мечтал. Любой народ, а тем более российский народ, всегда сможет отличить истинных патриотов от подонков и предателей и просто выплюнет их, как случайно залетевшую в рот мошку выплюнет на панель.
первые пару дней после моего выступления в Совете я думала, что максимум будет штраф. Про это. И завтра никто бы не напал. Это просто то, что вам вот пропагандисты в голову. Потому что нет никаких... А уже 3-4 день это видео ушло в англоязычные страны. На испанском тоже языке я видела субтитры. Только голословные заявления. Я поняла, что да, на меня могут завести уголовное дело. Это были выходные, и я понимала, что некоторая задержка у меня может быть в плане возбуждения дела в отношении меня благодаря статусу муниципального депутата, потому что требуется согласие руководителя Следственного комитета по региону. Так, 27 марта. На этом видео я снимаю квартиру, из которой я выхожу и оставляю ее на неопределенное время. У меня выбор между тюрьмой и миграцией. Но ощущения какие? Конечно, ничего не хотелось уезжать. Я ни о чем не жалею, потому что правда, она должна звучать. Самое страшное, это, конечно, был выезд из России. Это самое страшное. Потому что ты не знаешь, ты находишься ли где-то в каком-то списке, выпустят тебя или нет. И это был прям такой, то есть лотерея. Итак, Россия запросила экстренное заседание Совета Безопасности ООН в связи с вопиющей по своей жестокости провокацией украинских нацистов в городе Буча Киевской области. Зеленский в очередном своем видео требует судить россиян и обращается к солдатским матерям. Что сделал в вашей России украинский город Буча? Как это все стало возможно? Российские матери, даже если вы растили мародеров, то как они стали еще и палачами? Слово «палач» в английских субтитрах заменено на «бутчер» – мясник, что созвучно названию города Буча. Здравствуйте, дамы. Как вы относитесь к Владимиру Зеленскому? Отрицательно. Почему? Да потому что от него все беды здесь пошли. Неумный человек, и все тут. Какие беды здесь пошли от него? Война-то у нас идет. Наши дети гибнут, наши внуки гибнут. Кто войну начал? А как кто войну начал? Так почему она началась-то, вы же знаете? Ну, что мне объяснять? Ну, как почему? Потому что наши начали заступаться за ЛНР, ДНР. И те попросили помощи и помогли. Они сейчас это все снова восстанавливают на Украине. Нацизм, фашизм, убийство мирных жителей, детей. Смотреть телевизор просто без слез невозможно. Что выключить его нужно? Не думали о том, чтобы взять его и выключить? Нет, время от времени выключаем, но все равно интересно. Спасибо большое.
YouTube-канал «Что делать» независимый. Так только для себя, для своей совести, ну ты вроде хоть что-то, хоть как-то пытался делать. Спрашиваем, как вы к Зеленскому относитесь? Ну тоже вопрос, как? Ты тоже боишься, ты на камеру не говоришь «война, война». Все, спасибо большое. Мой папа, он уже уезжает в Севастополь, и приезжая в Севастополь, там и ребята все предупредили часть, ему же там сообщили, отдали Ванины вещи и сообщили, что Ваня погиб. Вот, официально. Говорят, что да, Ваня груз-200, да, вот это. Он погиб героем. Знаете, думала, я говорю, вот герой это как? Как так погиб, как герой? Это как-то кажется абсурдным. Я говорю, мне вот как-то не хочется посмертно брать героем. Я говорю, чтобы он живой был. И всех святых, душу приставшегося от нас, раба своего Иоанна, в селениях праведных учинит, в недрах Авраама упокоит, и с праведными сопричтет, яко благ и человека любит. По блаженнему успению Понимаю, что что-то неверно. Кого мы спасаем? За что гибнут наши ребята? Это же в жизни представить не могла, что тебе брата привезут в цинковом гробу. У меня с папой очень сложный диалог. До того, как с Ваней произошло, мы не обсуждали. Но как только с Ваней все это произошло, мы очень горячо стали все это обсуждать. Ехала в автобусе в институт. Нет, а зонтиком я иду. Купила с дуру желтый зонтик. Я не подумала. Иду, а там как раз облава. Я думаю, сейчас меня возьмут с синих джинсов с желтым зонтиком. Это же надо, что я боюсь. Почему? Ты правильно не боишься, ты правильно. Это сейчас Нет, именно папа, так и ассоциируется. А я-то здесь при чем? Нет, это не ты при чем. Это, Получается, что любой человек, а до этого человек шел, у него желтая куртка была, его берут и сажают в этот автозак. Не посадят его в этот автозак. При если мне моих же взяли и посадили Ну в их автозак. не за желтую куртку. Цвет. Мы подходим к продавцу с Наташей и говорим, у вас висит флаг Украины. Он говорит, какой флаг? У меня флагов нет. Я говорю, вот у вас куртка висит. Флаг Украины. Флаг? Она в шоке. Ну, цвета. Это флаг Украины. Я говорю, вы за фашистов? Цвета, пап. Она тут же забрала куртку и засунула ее поглубже. Флаг является символом. Так же, как вот... Это флаг страны. Это флаг не страны, а государства, которое сейчас проповедует фашистские идеалы. Во время дела проводится ряд экспертиз. Экспертиза психиатрическая, ее назначил дознаватель.
Окей, я съездил к назначенному врачу, и сегодня мне утром звонит адвокат и говорит, пришли результаты экспертизы. Сейчас будет весело. Погнали. В итоге узнали сегодня, оказывается, что это хулиганство по политическим мотивам. Ну, то есть теперь светит нам не то, что светило там, было до 3 месяцев, если не ошибаюсь, а сейчас светит до 5 лет. Интересные вопросы судья задавал. Спрашивал, вы знаете, почему назначается логическая экспертиза? Ни у дознания, ни у врачей, ни у кого нет четкого ответа, а нахрена все это? Короче говоря, замечательный суд, чудесный, самый гуманный суд в мире, все-таки меня положили в дурдом до месяца. Ты же на тачке, правильно понимаю? Я думаю, что тебе это лучше будет сидеть в машине. Смотри, вот этот перекресток Ленина-Луначарского к 10 центров. Если видишь проезжающий нарядик, то машешь ручкой мне в телегу. Уже первая работа по СЛЧ без черного. В теме прием, как слышно? Отлично, мы группу подходим. Страшно. Да хрен. Осматриваемся, начинаем. Время прием. Я представитель сытого поколения, и у меня, простой достаточно взгляд на жизнь. Мне в моей стране должно быть тепло, хорошо, комфортно. А мне говорят, нет, надо пострадать. Потому что наше дело правое. Если начнут куда-то двигаться, мне скажут. Все, окей. Начните клеить слово «карт-бланш» параллельно, лучше чуть дальше. Надо ускоряться, стоя 100 очков. Если государство дает контекст, что у нас борьба за идеалы, и у нас в целом люди могут ради страны и жизнь отдать, и жизнь положить, и ничего взамен не получать, то это не тот контекст, который хочется любить лично мне. Уходите быстро. Очень быстро уходите. О, у тебя подключился видос. Я вижу зеленые советские стены, только тебя... звука у тебя еще нет. Нет? Нажми кнопочку. Кнопочку нажми. Приветики. Лучше слышно. Егор. Да, слушаю. С наступающим. Пошел Давай вкратце, что у тебя там вообще существует в больничке? Слушай, кормят, поят? Нежные, вежливые? Поят нормально, нежные, вежливые. Все
окей в этом плане. Буйные лежат. Ты со мной, это радует. Ну, то есть, Со мной такие же. я же правильно понимаю, что тебя там не лечат, на тебя там просто смотрят? Меня не лечат. То есть Да, каких-то меня таблетосов, просто- всякой фигни этого нет? Ничего вообще нет, и я бы ни в коем случае не согласился на это. Я бы сейчас орал в трубку, забирайте, помогайте. А там как-то разговаривали вообще, какие-то вопросы задавали? Один раз мы встретились с доктором, ознакомительно она сказала. Я подозреваю, что это сильно не последний раз. А, то есть ты думаешь, что до 30 все-таки продержится? Через 14 нет? Нет, я не знаю, просто не знаю. Угу. А, вот 50. Да. Вася, ну ты сел. Вась, ты что, на паспорт фоткаешь? А что он... Вася, мне фотографию, спасибо. В паспорт, вот, смотрите, раз. Ты паспорт с собой носишь? Всегда. Ошибочно. Почему? А мы же в стране в другой. Нет, первое впечатление наше сначала было очень дружелюбно. И мы заехали в квартиру, конечно, мы начали танцы. Потом говорим, пора, давайте сходим за водой. Первый настрой, который меня встречает, иди нахуй, русский корабль. Дальше я вижу еще что-то связанное с русским. Я понимаю, а потом выхожу. Я не знаю, я захожу туда, и я говорю на английском, потому что у меня такое неловкое ощущение стыда, как будто я села покакать в каком-то очень публичном месте. Это игры. Это игры, как мы играем, там, я не знаю, какие-то азарт... Вот в танке, я не знаю. Просто это более глобально. Для них это другое. Мне кажется, есть другие уровни эти. Мне кажется, ты чувствуешь, что ты не принимала никакого решения, что другие люди... Я не принимала принимают согласия в решения. этой игре. Я, как бы, что Это не игра. Какая-то наебка. Что-то Что-то где-то наебка. Наебка в том, что Украина очень хотела в Европу, вот и все. И она имеет право хотеть в Европу. Но Вот там и всё. идут ведь какие-то более ресурсы, что-то какое-то хуета заложена, какая-то очень элементарная, из-за чего вся вот эта вот... Это как кто-то водку не выпил вовремя. Нет, Что-то очень посмотри, какие-то странные вещи. элементарно. мне кажется, нет? Приходит кто-то в твой дом и начинает пиздить, ударять, и ты будешь защищаться? Если кто-то приходит и начинает пиздить Васю или меня, ты будешь пиздить обратно? Вот и все, это не игра. Так вот, здесь вопрос, кто, когда, где оказался. А кто на кого, когда напал, Уль? Вот и все. Кто, кто первый на кого напал? А кто на кого Получается, первый что напал? этот проиграл, потому что он проиграл маленький миллиметр. Подожди, кто Это на если ты кого веришь, напал? что хотел напасть другая сторона? Если верить в это. Ну ты понимаешь, что Подожди, это ты абсурд. в это веришь? Я хотела бы, чтобы было все наоборот. Я хочу верить, что мой брат погиб не зря. Нужно потеря всегда оправдание, потому что это очень сильно больно. И тебе нужно держаться за что-то, а я не обвиняю ни одну сторону. Я не могу ее обвинять. Я знаю, что это выбор моего брата, и все. Левое, правое, мне вообще, честно, посрать вообще. Все хорошо? Четыре, пять, один, шесть. Ну вот, уходит. Один. Дима, все, что может пойти не так, пойдет не так. То есть вертолет МЧС мы сегодня ждем, да? Естественно.
Ну, естественно. Как там? Парни, сейчас сумку отдадим, шпильку с химией надо. Пока маленький. Можем ее обвязать для звука. И вот это, как цепь скребется. Ну, в смысле, мы полностью интегрируем вот эту тему всю в туннель. Когда я вернусь, ты смейся, когда я вернусь, когда пробегу, не касаясь земли по февральскому снегу, по еле заметному следу к теплу и ночлегу. И, вздрогнув от счастья, на птичий твой зов оглянусь. А когда я вернусь... В эфире программа «60 минут» по горячим следам. Здравствуйте, дорогие друзья, товарищи. У нас, конечно, специальный выпуск. Ну и главное сегодня – это обращение Путина к народу России. Для защиты нашей Родины, ее суверенитета, территориальной целостности президент объявил частичную мобилизацию. Жалко молодежь, это, конечно, но тем не менее, а что делать? Вот. А детей жалко. У нас у самих такие дети. Вот, жалко. То же самое. Привет, как вы относитесь к объявленной мобилизации? Как относитесь? Ну, не очень. А что еще сказать? Тоже ничего не могу сказать. Ну, знаете, чревато иногда бывает. Говорить? Думать иногда. Даже думать? Да. Да вы ничего не сказали. Спасибо. Берегите себя. Здравствуйте. Как вы относитесь к мобилизации объявленной? Честно говоря, в шоке, потому что не знаем, чего дальше ожидать, и потому что у нас, считай, молодая семья, маленький ребенок, и если мужа призовут, будет достаточно тяжело морально, даже, ну и физически, наверное, тоже, поэтому до конца просто не осознаем. Если призовут, пойдет? Пойдет, да. Прям уже готов, на самом деле, сейчас идти. Но мне не хочется, чтобы шел. Мы его не будем спрашивать уже. Ты мне ответил, что я готов. Ты сам мне вчера говорил. Готовы пойти? Ну, если нужно будет, пойду, конечно. Куда деваться? У нас есть на 20 минут больше. Все опаздывают. Целый час 20, чтобы найти какую-нибудь. Все больше и больше людей забирали, все больше паники какой-то поднималось. Если мы сейчас не поедем, то никто уже никуда не поедет. То есть сейчас просто упадет железный занавес. Вот. Мы воспользовались возможностью, которая выглядела для нас последней. Вот эти 500-е, которые бегут, как их там называют? Дезертиры. Дезертиры. По-моему, во всех армиях мира дезертиров жестко приводили в чувство. Поэтому я считаю, что смертная казнь должна вернуться в российское законодательство. Она просто необходима. Просто необходима. Я просто решил, что пора уже валить совсем. Но мы полетим сложным маршрутом. Я лечу с двумя своими приятелями. Значит, летим мы сложным маршрутом, потому что мы брали последние билеты. А билеты на тот момент стоили вообще каких-то совершенно космических денег, если они вообще были.
Ну, это, конечно, очень страшно вот так оставлять. Ну, то есть мама же все-таки одна. И оставлять ее сейчас, А знаешь, что они сейчас пишут в сетях? Да. Мужчины, эй, куда же вы? Что же вы оставляете тут матерей, жен, дочерей, сестер? Все интересно, по ощущениям ровно то же самое, что тогда, когда начиналось, но сейчас еще безысходнее такое. Причем у меня, ну, прям боль. У меня такое состояние, как будто я вот опять узнала, что Ваня погиб. Вот так вот, чтобы за остановкой. Тогда надо идти вон к тому магазину. Ну, я вообще думаю вот так вот ходить, как мы в тот раз вина. Здравствуйте, возможен ли мир между Россией и Украиной? Слушайте, я опаздываю на работу, мне не до политики. Здравствуйте. Как вы считаете, возможен ли мир между Россией и Украиной? Вообще-то да. А когда наступит? Понятие. И что произойти должно? Не знаю, как-то правительство должно договориться. Как вы думаете, вообще мир между Россией и Украиной возможен? Думаю, конечно, возможен. А что произойти для этого должно? Ну, не знаю. А вот мы как-то, как граждане России, можем повлиять на что-то, что-то изменить, что-то сделать? Может быть, в себе, может быть... Я работаю для семьи, для... Не знаю, я ничего не могу сделать. Ну, так все думают, может, пока так все думают и... А вот именно так все и думают. Вы не слушайте то, что вам говорят. Именно так все и думают. Нас это не коснется. Просто вопрос в том, что объединятся ли люди для того, чтобы оставаться людьми или нет. Те, кто уехали, не вернутся. Те, кто сидят, не выйдут. Я считаю, что мы обречены, и ничего у нас хорошего не будет. Вот и все. Господи, всем павшим попоет за Россию. Царствие небесное. Пойдемте. Темнеет уже, холодно, и сердце болит. Я не могу войной пойти на своего собственного отца. Ну как это? Сказать, вот я тебя ненавижу, потому что ты другого мнения. Я могу просто сказать, папа, я считаю по-другому. Все, точка. Все, что я могу сказать. Алло, привет, говорить удобно? Вопрос сейчас основной, что будет, если мы не вернемся? Как это будет выглядеть все? Если ты не возвращаешься, ты просто живешь в нормальной цивилизованной стране, политическое убежище получив. Не, окей, в случае возвращения что будет? Ну, то есть, твои прогнозы. Если ты возвращаешься, ты получаешь повестку на выходе. Едешь воевать на Украину. Да, не выдают там просто так повестку. Вот, я ездил в отпуск, вот я вернулся. Но вероятность есть такая? Но вероятность есть, да. Я люблю свою страну. Я никогда не говорил о том, что я хочу уехать. Сейчас возможность есть, то есть если бы я хотел уехать куда-то и жить где-то, но я не хочу.
Капучино? Средний? Да ведь? Да ведь. Вот. И в таком формате, ну, вообще звучит весь этот план окей. Как прятаться там и как продолжать деятельность там, ну, типа, я понимаю. Как продолжать работать на благо здесь, я не понимаю. Я опять лишён покоя. Осень, что я знал о тебе, долго будет рваться листва. Осень вечно. Завтра все будет хорошо. Завтра будет светло, тепло, свободно. Вопрос только в том, когда будет завтра.